Всем привет! И сегодня я покажу, как приготовить всеми любимый торт нашего детства. Торт «Сказка». У меня этот торт вызывает самые приятные воспоминания. Он станет прекрасным дополнением на вашем празднике и приятно удивит гостей. Для приготовления этого торта нам понадобится время и немного терпения. В этом видео я дам пошаговый рецепт, как приготовить его в домашних условиях. И начнем мы с приготовления классического бисквита, всего из 3 ингредиентов. Берем миску поглубже и вбиваем в нее 5 средних яиц. К яйцам всыпаем 140 грамм сахара. И при помощи миксера начинаем взбивать. Время взбивания зависит от мощности вашего миксера, примерно от 5 до 10 минут. Она должна стать пышной, светлой и увеличиться в объеме примерно в 5 раз. И вот такая пышная воздушная масса у вас должна получиться. У меня это заняло 5 минут. К яйцам мы добавляем 150 грамм просеянной муки. Теперь при помощи лопатки аккуратно вымешиваем наше тесто снизу вверх. Вымешиваем до тех пор, пока не останется ни одного комочка. Важно мешать не очень быстро, чтобы наши яйца не опали. Как видите, в рецепте такого классического бисквита не добавляется сода и разрыхлитель. Всего 3 ингредиента – яйца, сахар и мука. И после того, как вымешали муку, берем форму диаметром 20 сантиметров. Будет достаточно застелить только дно формы. Перекладываем тесто в форму и немного ее простукиваем, для того, чтобы наше тесто хорошо распределилось. И после этого сразу же ставим бисквит в духовку, при 180 градусах выпекаем 30-40 минут. Готовность проверяем зубочисткой, она должна остаться сухая. И пока выпекается бисквит, приготовим сироп. Для этого нам понадобится сотейник. В него мы вливаем 180 грамм воды, дальше мы всыпаем 150 грамм сахара и по желанию можно добавить 30 грамм хорошего коньяка, но если будут кушать дети, то лучше не добавляйте. Дальше мы ставим на огонь и постоянно помешивая доводим до кипения. После того, как сироп закипел, сразу же снимаем его с огня, переливаем в другую миску и даем полностью остыть. И теперь приготовим сироп для крема. Берем сотейник, вливаем в него 180 грамм молока, всыпаем 230 грамм сахара и сюда же добавляем 3 желтка. Дальше ставим на средний огонь и постоянно помешивая варим до закипания. Сироп закипел и уже увеличился в объеме. Теперь уменьшаем огонь и постоянно помешивая ждем, когда он осядет. После этого варим еще 1 минуту и снимаем с огня. Дальше мы берем миску, сито и процеживаем наш сироп, для того, чтобы избавиться от желтков, которые могли свернуться в процессе уваривания. Дальше мы накрываем сироп пищевой пленкой и даем полностью остыть. После того, как бисквит выпекся и полностью остыл, нам нужно достать его из формы. Сначала ножом проходимся по краю, затем снимаем форму, убираем донышко и снимаем пергамент.
Вот такой пышный и воздушный бисквит у нас получился всего из 3 ингредиентов. Дальше при помощи ножа нам нужно срезать шапочку и края. Все ингредиенты я советую приготовить накануне, для того, чтобы они все хорошо остыли и хорошо стабилизировались. Но в принципе, если вы подготовите все с самого утра, то к обеду уже можно будет собирать тортик. После того, как обрезали верхушку и края, бисквит пока убираем в сторону, и сейчас мы будем заниматься обрезками. Все обрезки выбрасывать не нужно, так как мы их будем использовать в качестве посыпки, но перед этим их нужно немного подсушить в духовке. Берем противень, застеленный пергаментом, и выкладываем на него все наши обрезки. Если есть какие-то крупные обрезки, можно руками их немного разорвать, чтобы они быстрее подсушились. Отправляем в духовку на 200 градусов буквально 10 минут. И после этого даем им полностью остыть. Дальше мы берем бисквит, и теперь нам нужно его нарезать на 3 части. Коржи должны быть толщиной примерно в 1 сантиметр. Коржи нарезали, и примерно так у вас должно получиться. Теперь откладываем его в сторону и займемся приготовлением крема. Берем 300 грамм сливочного масла, оно должно быть теплым, поэтому за 3 часа до приготовления крема нужно достать его из холодильника, чтобы оно хорошо подтаяло. Дальше мы берем миксер и взбиваем его в светлую пышную массу. Время у всех будет разным, так как это опять же зависит от мощности вашего миксера. У меня уже через 5 минут масло стало светлым, и на данном этапе можно добавить 30 грамм хорошего коньяка. Либо, если у вас будут кушать дети, можете добавить пару капель ароматизатора ром, либо вообще ничего не добавлять. И теперь еще раз взбиваем миксером для того, чтобы масло хорошо объединилось с коньяком. Буквально 1 минуту. Дальше мы берем наш уже остывший сироп. Очень важно на данном этапе, чтобы сироп и масло были примерно одной температуры, для того, чтобы наш крем не расслоился. И теперь начинаем добавлять сироп в масло. Делать это нужно постепенно, примерно в 2-3 этапа, так как если вы добавите весь сироп сразу, крем станет жидким и исправить его будет уже очень сложно. После того, как добавили порцию сиропа, начинаем взбивать все миксером. Но не взбивайте слишком долго, примерно до 1 минуты. Когда вы увидели, что масло с сиропом объединились, сразу же добавляем вторую порцию и снова взбиваем миксером. На самом деле процесс приготовления крема несложный, но есть пару нюансов, которые необходимо соблюдать для того, чтобы у нас получился хороший и стабильный крем. Силиконовую лопатку далеко не убираем и периодически не забываем снимать масло со стенок миски. После того, как добавили последнюю порцию сиропа, взбиваем миксером еще буквально 1-2 минуты, и наш крем готов. Вот такой прекрасный, стабильный и ароматный крем у нас получается. Теперь мы берем отдельную миску и перекладываем в нее чуть меньше половины от общей массы крема. И теперь в крем, который отложили, добавляем 1 чайную ложку какао и с помощью лопатки все хорошо перемешиваем до полного объединения. Если вы хотите более насыщенный вкус шоколада, то можете добавить 2 столовые ложки какао.
И получившийся шоколадный крем отставляем пока в сторону. Дальше мы берем две миски поменьше и в каждую из них кладем по 1 столовой ложке крема от общей массы. Этот крем нам понадобится для декора. Если вы декор планируете не делать, тогда данный этап можно пропустить. Теперь в этот крем мы будем добавлять краситель. В один мы добавляем пару капель розового красителя, из него мы будем делать цветочки. Во второй крем мы добавляем пару капель зеленого красителя, из него мы будем делать листики. После того, как добавили краситель, все хорошо перемешиваем, чтобы получился цвет, который нам нужен. И после того, как окрасили крем, убираем его в сторону, он нам понадобится чуть позже. И теперь мы будем заниматься сборкой торта. Для удобства берем среднюю тарелку и кладем на нее наш первый корж. Теперь сиропом нам нужно хорошо его пропитать. Это можно сделать при помощи силиконовой кисточки, либо, может, вам будет удобнее сделать это ложкой. Мне будет удобнее делать это ложкой, поэтому мы, не жалея сиропа, хорошо промакиваем бисквит с двух сторон. После того, как бисквит хорошо пропитали с двух сторон сиропом, берем подложку и кладем на него наш первый пропитанный корж. Дальше мы берем оставшийся белый крем, делим его пополам и половинку выкладываем на бисквит. Дальше при помощи палетки все хорошо равномерно распределяем. И дальше таким же образом собираем весь торт. Второй корж мы пропитываем с двух сторон, на него выкладываем оставшийся крем. И третий корж мы просто пропитываем с двух сторон, но сверху никакого крема пока не добавляем. Вот примерно так у вас должен выглядеть собранный тортик. Теперь мы берем наш шоколадный крем и обмазываем бока при помощи палетки. Старайтесь распределить крем так, чтобы вам хватило и на бока, и на верхушку. И после того, как обмазали торт шоколадным кремом, примерно так у вас должно получиться. Идеальное выравнивание здесь не нужно, достаточно того, чтобы крем равномерно распределился по всему торту. В этом видео я хочу показать вам варианты декора такого торта, поэтому перед тем, как его обсыпать, я сделаю на нем полоски зубчатой палеткой. Если у вас нет такой палетки, это можно сделать вилкой. Дальше мы берем наши подсушенные и хорошо остывшие обрезки и измельчаем их в мелкую крошку. Это можно сделать руками, либо в блендере. Вот такая мелкая крошка у вас должна получиться. И теперь берем наш торт и обсыпаем края. Хорошо прижимаем, чтобы крошка хорошо прилипла к нашему крему. После того, как обсыпали края, сверху делаем небольшой ободок, как показано на видео, примерно в полсантиметра. Если вы не хотите украшать торт, вы можете просто засыпать верхушку крошкой, так получится тоже очень красиво. Но так как я буду делать декор, я делаю легкий ободок. Дальше мы убираем лишнюю крошку с подложки, чтобы у нас все было красиво и аккуратно, и приступаем к декору. Окрашенный крем я уже переложила в кондитерские мешки вместе с насадками. Насадки у меня самые простые из дешевого кондитерского набора. Первая насадка у меня зубчатая для того, чтобы делать цветочки, а вторая более плоская для листиков.
И дальше, как показано на видео, делаем сначала цветочки абсолютно любой последовательности. Можно как у меня, можно как вам хотите. Может быть, вспомните какой-то декор из детства, и вам захочется его повторить. Делаем цветочки и после этого делаем листики. Вот и все. Наш торт готов. У него прекрасный декор, я считаю. И теперь нужно дать ему постоять в холодильнике. В идеале ему нужно постоять ночь. Но так как мы хорошо пропитали коржи с двух сторон, ему будет достаточно постоять и 2-3 часов. За это время коржи лучше пропитаются, а крем хорошо застынет. И после этого можно будет подавать к столу. У меня торт постоял 2 часа и уже хорошо пропитался, крем прекрасно стабилизировался, и теперь можно его уже нарезать. За счет того, что мы пропитали коржи с двух сторон, он очень мягко и легко режется ножом. И вот такой торт у нас получается внутри. На мой взгляд, просто идеальная толщина бисквита хорошо сочетается с толщиной крема. По-моему, это просто идеальный разрез. Бисквит действительно хорошо пропитан, хоть он и постоял только 2 часа. Он получился очень мягкий, а такой масляный крем прекрасно дополняет вкус классического бисквита. Поверьте мне, это тот самый вкус из нашего детства. Обязательно пробуйте приготовить, угощайте близких, делитесь рецептом с друзьями и, конечно же, переходите на наш канал, потому что каждую неделю у нас выходит новое видео простых, домашних и вкусных рецептов. Обязательно подписывайтесь, чтобы не пропустить.